Ребят, всем привет! Сегодня я расскажу, что появилось нового в Forge за последнее время, а также покажу несколько полезных расширений и как с ними работать. На Boosty я уже об этом писал, сегодня я расскажу об этом поподробнее. Итак, из основных новостей. В Forge добавили поддержку SDXL 3.5. Теперь это чудо прогресса можно попробовать без танцев с бубном. Поддерживаемые модели SDXL 3, SDXL 3.5, Large и Medium. Для нее нужен тот же текстовый энкодер, что и для Flux, а также Y, Clip-L и Clip-G. Все это можно найти на странице модели. Модель очень специфическая, если хотите ее попробовать, то как вариант можете выбрать модель, в которой уже все встроено. У них обычно приписка All-in-One, то есть все в одном. Весят они примерно так же, как и модели Flux, или можете попробовать базовую модель, картинки на ней получаются примерно такие же. Несмотря на то, что модель вышла чуть позже Флакса, примерно полгода назад, качество картинок, сгенерированных на ней, еще оставляет желать лучшего. Модель либо еще сырая, либо недоработанная, но по качеству она напоминает больше первой модели Stable Diffusion. Причем картинки на ней по времени генерируются примерно так же, как и на Флаксе. Тут или я что-то не понимаю, или просто не умею ей пользоваться, хотя иногда портреты на ней получаются неплохие. На мой взгляд, модели SDXL пока остаются лучшими в линейке Stable Diffusion. Но могу ошибаться, напишите в комментариях, что вы думаете о моделях Stable Diffusion 3.5. Кстати, о моделях. Совсем недавно я выложил еще одну Excel-модель на CTI. Называется она Book Illustration Char, и подходит она для иллюстрации персонажей и книжных обложек. На ней также можно генерировать арты как с мультяшными персонажами, так и в стиле фэнтези, а можно и ближе к реализму. Она такая же быстрая, как и предыдущая, для хороших результатов достаточно 14 шагов и 3 CG Scale. Ссылку на нее также оставлю в описании. Еще одно обновление, которого давно ждали, это расширение Flux Tools Control.net. Но на этот раз оно не от автора Forge, а от автора канала Академия SD. До недавнего времени Flux Tools доступно было только на конфе, и вот наконец-то добралось до Forge. В нем, как и в оригинальном расширении, 4 модели: Kenny, Def, Redux Adapter и Fill, то есть заливка. Также поддерживаются и лоры. Работают они на картах от 12 гигабайт, хотя автор пишет, что могут пойти и на 8 гигабайт, но это не точно. Я не буду сейчас на нем останавливаться, но если оно вам интересно, то у автора есть 2 подробных видео по установке и настройке этого расширения. Ссылки на оба видео и на расширение я оставлю в описании. Сразу же скажу, установка непростая. Смотрите внимательно видео и повторяйте каждый шаг за автором, чтобы у вас не было ошибок. Для своих подписчиков на Boosty я добавил это расширение в свою новую сборку Forge и частично его настроил. И пока у всех, кто устанавливал модели, все получалось. И у вас тоже получится. Просто внимательно смотрите, что делает автор. А сейчас расскажу про несколько полезных расширений, которые я добавил в свою последнюю сборку Forge. Сразу оговорюсь, что перед тем, как их установить, нужно обновить свой Forge до актуальной версии с помощью update.bat. Или можете скачать последнюю версию с GitHub, или скачать мою последнюю настроенную сборку Forge, где все расширения уже установлены, протестированы и все прекрасно работают. Итак, первое расширение — это Super Prompter. У этого расширения есть свой аналог, который называется PromptGen, но в отличие от него Super Prompter имеет другую языковую модель, и он не просто подбирает рандомные токены, он адаптирует промпт под ваш запрос и очень просто при этом работает, буквально нажатием в одну кнопку. Давайте для примера напишем слово cat, то есть кот или кошка, в поле prompt. Нажимаем на кнопку Get Your Fancy Words, что переводится как «Получите свое модное слово», и посмотрим, что он нам сгенерировал. И вот, буквально из одного слова он собрал вполне логичный промпт с описанием персонажа, локации и бэкграунда. Не уверен, конечно, что он всегда так будет делать. Давайте попробуем более сложное предложение. Например, Pretty Woman, Blonde, Steampunk. Вот такой вот симпатичный котик получился у нас по предыдущему промпту.
Не совсем, конечно, логично, но результат тоже интересный. Как я и говорил, модель SD3,5 очень специфичная, и генерировать на ней надо еще научиться. Давайте пока лучше переключимся на обычную SDXL модель. Ну вот, теперь картинка более-менее нормальная. У этого решения есть также поле для сида, он по умолчанию зафиксированный, но если хотите, чтобы промпт каждый раз генерировался рандомно, в поле seed нужно написать -1. И теперь каждый раз будет генерироваться разный промпт. Рядом можно настроить максимальное количество токенов. По умолчанию стоит 256. Рядом ползунок, который отвечает за повторы, и галочка, чтобы избежать неполных предложений. Если нажмете на кнопку ниже репроцесс Result или Result, то он попробует улучшить промпт. На этот раз промпт, кажется, даже стал более-менее логичным. Чтобы его установить, нужно перейти в Extensions, установить по ссылке, нажать Install и перезагрузить интерфейс. Про это решение больше, в принципе, сказать нечего. Переходим к следующему. И оно называется Prompt Format. Оно поможет вам, если вы копируете промпт с разных сайтов. Например, с того же самого CTI. Там очень часто можно встретить промпты, написанные как попало. Вот Prompt Format автоматически отформатирует его. Чтобы его включить, достаточно поставить всего 3 галочки. Первое — это автоформат, оно уберет лишние пробелы, лишние запятые, лишние скобки, ну и так далее. Вторая галочка удаляет дубликаты из промпта в случае, если промпт написан в теговом формате. Если промпт написан предложениями, то он их просто проигнорирует. И третья галочка убирает лишние подчеркивания. Но если вы пользуетесь wildcards'ами, то лучше их отключайте, иначе оно каждый раз будет удалять нижние подчеркивания. Устанавливается оно так же, как и предыдущее, через ссылку в Extensions. Следующее решение — Comparison, что переводится как сравнение. Это очень полезное решение, которого очень часто не хватало. Оно также очень простое и очень интуитивно понятное. В него можно просто загрузить картинки для сравнения или импортировать, например, из Image to Image или InPaint. И это очень удобно, например, когда мы делаем какие-то манипуляции с картинкой, с помощью него можно подгрузить оригинал и то, что у вас уже получилось. Импортировать можно не только из Image to Image, но и из Extras. И это очень полезно, когда у вас, например, как в моей сборке, установлено Old Photo Restoration или InstaSwap. Например, прогоняем фото через Old Photo Restoration, а потом просто сравниваем результаты. И оно точно так же устанавливается по ссылке через Extensions. Ну и последнее решение на сегодня — это Cleaner. Неплохая замена Llama Cleaner, который к последней версии Фоша так до конца и не адаптировался. Работает он также очень просто маскируете объект, который нужно удалить, и жмете единственную кнопку Cleanup. Если с первого раза все не удалилось, закидываете картинку обратно и удаляете еще раз. Картинки можно импортировать как в Image to Image, так в InPaint, в Extras и обратно. Устанавливается оно так же, как и другие, по ссылке в Extensions.
Ссылки на все решения, как и говорил, оставлю в описании. Переходите, к примеру, по ссылке нужного решения на страницу в GitHub, копируйте ссылку, где эта зеленая кнопочка, и вставляйте ее уже в Forge. Все просто. Ну, а если у вас что-то не получается или лень возиться с расширениями, то можете скачать уже настроенную готовую сборку со всем необходимым для создания ваших шедевров. Сборка доступна по подписке на Boosty. Все ссылки в описании. Ну, а на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели, и всем всего наилучшего. И да, не забудьте подписаться на канал. Пока.